Друзья, приветствую вас на канале Разводня как хобби. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о разведении тернеции. Красивая разноцветная рыбка, нравится любителям живой природы. И сегодня мы подготовим нерестовики и в дальнейшем посадим рыбку на нерест. Вот есть у меня производители разного цвета. Здесь, вот в этом аквариуме. Мы их выберем и попробуем от них получить икру. Значит, вот я подготовил два таких нерестовика. Значит, поставил в них аэрацию. Вот обогреватели. Водичка здесь постоит до завтра, до середины дня. И мы потом поймаем производителей. Они как раз посидят немножко голодными, чтобы там не мусорили в нерестовике. Мы их выберем, посадим сюда и будем ждать от них результат. Значит, сетка обычная садовая, когда покупал в садовом магазине. У одной размер ячейки там примерно 4 на 5 миллиметров. В этой, это зеленая примерно сантиметр на сантиметр. Ну, для тернеции это нормальная сетка, туда она не попадет. Температура будет 25 градусов здесь в нерестовиках. И я думаю, результат нас не заставит ждать, порадует нас. Все, давайте до завтра. Ну, в смысле, для вас пройдет секунда, и мы встретимся. Итак, друзья, водичка простояла у нас сутки. Температура 25 градусов. И вот такие производители у нас отсаженные, желтые. Самец и вроде бы как самочка, не пойму. Ну, вроде бы как самка, вот та дальняя, вблизи самец. И буряковая пара. Самец и самочка. Короче, оставляем их до утра. А ближе к обеду завтра посмотрим, получилось у них отметать икру или не получилось. Ну, фиолетовые, скажем так, нерестятся у меня постоянно, вот эти буряковые. Ну, а желтые как-то не очень хотят это делать. Все, до завтра. Так, ну давайте посмотрим, что наши пары здесь нам показали. Значит, желтые, как вы понимаете, это уже на следующий день снимаю, да? Нереста не было у желтых. Так, фиолетовые. Фиолетовые тоже нереста не было. Буряковые, да? Значит, это говорит о том, что мы их оставляем на вторые сутки, еще на одни. Посмотрим завтра с утра еще, будет нерест или нет. Ну что, вторые сутки прошли. Что у нас здесь происходит? Короче, желтые ничего. Ну, самочка какая-то такая худая, не пойму. Может, они в общем аквариуме отметались. Ну, а розовые там вдали. Есть немного икры возле дальней стеночки. Может, видно, может, не видно. Ну, короче, есть. Но она вся белая. И самочки тоже, вернее, самочка тоже такая худенькая. Возможно, они отметались в общем аквариуме. Короче, убираем этих наших производителей. Не будем их больше мучить, скажем так. Посадим их еще через недельку, возможно. И тогда, возможно, у них будет все нормально. Вот такой нерест тоже бывает. Что нереста как такового и нет. Икры нет. Ну, видно, самочка одна худенькая и вторая. Возможно, у них нерест был чуть раньше в общем аквариуме. А вот смотрите, друзья. Я говорил, что у этих фиолетовых, у буряковых, у наших ничего нету. А смотрите, воду я не слил. И вон, пожалуйста, икры, сколько личинок есть у буряковых. Видите, все-таки там хоть и была плохая икра, но была и хорошая. И личинка есть. Какая-то сотня, и то есть. Поэтому мы их тоже будем дальше выращивать и поднимать. Ну, как вы знаете, как я делаю.
Вот примерно 3 дня подождем, пока личинка эта поплывет, превратится в малька. Потом я первое кормление даю им солоноводную коловратку. Ну, может, целый день кормлю их с коловраткой. Хотя личинка, вернее, малек тернеций, у него рот большой, он уже может сразу начинать брать и артемию, которая только выклюнулась. У него хватает, скажем так, размера рта для того, чтобы начать питаться артемией. Но я, в связи с тем, что они неравномерно начинают плавать, сначала кормлю их коловраткой, а потом уже там спустя сутки-полтора начинаю давать им артемию. И тогда они нормально кушают, сразу все начинают кушать артемию и начинают нормально развиваться и расти. И к месячному возрасту они примерно уже больше 1,5 сантиметра, такие рыбки нормальные получаются. И после того, как рыбки поплывут, то есть уже станут мальками, поставлю сюда фильтр аэрлифтный, который запущенный. Вот. И будет у них все нормально. Есть у меня на канале ролики, как я выращиваю мальков там от самой личинки и до 30-дневного возраста. Я их, конечно, прикреплю вверху, в ссылочках будут в правом верхнем углу. И кто хочет, может посмотреть, ознакомиться. Итак, друзья, снова я вас приветствую на канале. Прошло у нас 10 дней от того, как малек начал плавать. Вы обратили внимание, что слева в последних кадрах, да, был аквариум, там, где у нас желтые нерестились, да, но я ни на что не рассчитывал, но, как оказалось, там тоже было немножко икры, и получилась личинка, и потом малек. Вот я их всех сюда вместе сбросил, фиолетовых, желтых, вот. И вот они здесь у нас 10 дней, и вот уже плавают, питаются. Смотрите, растут практически равномерно. Даю им только лишь одну артемию живую. Ну, немножко подбрасываю им там сушки, там растираю до порошка. Но это не столько, сколько они бы съели. То есть в основном у них корм это живая артемия. Там я им забросил вниз, внизу там можно видеть под фильтром, забросил туда анцитруса небольшого, который подъедает здесь все. И, соответственно, чистит стеночки, там дно и так дальше. И вот рыбка у нас развивается. Вот был еще вопрос от подписчика, когда давать сушку, почему рыбки сушку не едят. Ну вот где-то примерно после 2-3 недель, как рыбка уже начала хорошо питаться и расти, можно давать им хорошо перетертый в пыль, ну там какой-то корм сухой. Они будут к нему привыкать, только не очень много давать, потому что чтобы не испортилась вода, а понемножку. И уже к месячному возрасту рыбки все будут кушать сухой корм просто элементарно и хорошо. Все, всем пока и до встречи в следующих видео.